Сегодня 21 декабря 2022 года. Это город Ирпень. И у нас уже третьи сутки нету света. После последней атаки дронами у нас пропало электричество, и уже вот третьи сутки вообще нету. Попытаюсь вкратце описать ситуацию, что происходит не только в Ирпене, это и в Буче, и в Гостомеле, во всем регионе сейчас света нету. Значит, мобильные операторы все легли, и есть только в некоторых местах, не знаю, где-то вот в центре я шел и немножко смог словить сеть и интернет. Короче, смог мобильным интернетом воспользоваться. Мне нужно было переслать деньги за ремонт машины на карточку человеку, и мне это удалось сделать. Да, я в такое время еще решил свою машину подремонтировать. У меня сломался бендикс, так называемый. Это в стартере такое устройство. Так, сейчас прошел мимо университета, и вот хочу немножко заострить внимание. Видите, один из корпусов разрушенный. Я просто раньше еще не показывал, а он дальше стоят леса, и идет восстановление. В общем, несмотря на то, что света нету, очень многие заведения, очень многие люди работают. Например, все коммунальные службы работают, СТО работают. Вот я машину ремонтирую сейчас. Все, конечно же, те, у кого есть генераторы или какие-то источники света автономные, те работают, стараются. Но что в квартирах у людей? Вот скажу вам за свою квартиру. У меня оказалась теплая квартира, и сейчас у меня до сих пор еще плюсовая температура в квартире. Плюс 19. Еще довольно тепло. Сейчас ходил навестить свою маму, потому что не смог дозвониться. Вот просто операторы отказываются работать, и все. Особенно на окраинах. И у нее в квартире плюс 14 градусов сейчас. Но это потому, что она не подтапливает на газу, как это делаем мы. А мы, я показывал, уже кирпичи ставим и всякое прочее. Ну, кастрюли на газ, чтобы греться. Хлеба еще что купить? Кого-кого? Ничего не слышно. Говори еще раз. Колбасы. Колбасы, хлеба. Понял, все. И все, да? А, масло. Ага, хорошо, понял, да. спасибо. Там все в порядке у тебя. Все в порядке, мама жива, все нормально. Хорошо, заряжай все, я тебя жду. Давай. Видите, короче, прорвалась связь немножко. Лада дозвонилась мне, сказала купить колбасы, хлеба, масло. И спросила, в порядке ли у моей мамы все. У мамы все в порядке, просто нету связи. Вот, покажу вам, какой большой генератор здесь стоит возле кафе. Летняя площадка. Красота! Вот здесь можно на машине подъехать, короче, кофе себе взять. Ну, просто прелесть. Город живет своей жизнью, но нету связи. Так, дальше хочу рассказать о том, что же здесь происходит. В общем, температура на улице сейчас 0 градусов. Практически тепло. Я иду, мне даже жарко, потому что я иду. И из-за этого, скажем, люди не очень замерзают, то есть не слишком жалуются на холод в квартирах. Но тем не менее, те, у кого нету в квартире газа, чисто электрические квартиры, они мерзнут сильно, конечно. Вот посмотрите, какие красивые дома, но подверглись разрушению. Здесь. Значит, чтобы недолго скажу, у моего брата, он сказал, что в одной комнате он как-то надышал на 16 градусов тепла, а в остальных комнатах у него плюс 11 всего лишь. То есть вот такие вот температуры по домам у людей. Ну, еще не критично, не смертельно, но это тоже уже неприятно. Но, тем не менее, смотрите, третьи сутки света нету, вода все же еще есть. Ну, у меня, как обычно, она то включается, то выключается. Вообще вода есть, хоть и не постоянно. Ну, холодная имеется в виду. Что еще рассказать? Люди вчера вечером столпились у пунктов незламности. Набежало, у нас всего лишь их 4 в Ирпене, и представьте, а всем надо уже подзарядиться, всем надо уже связаться с кем-то, потому что сеть упала, зайти в интернет новости, там почитать, кому-то по работе нужно. Вот, например, я на СТО был,
И там человек, который будет ремонтировать мою машину, он должен был заказать запчасти в Киеве через интернет. И сегодня утром я зашел к нему, он сказал, что ему удалось заказать щетки там, в общем, запчасти для моего стартера. И все, сегодня привезут, и будет у меня работать машина, надеюсь. Конечно, еще все не свершилось, но надеюсь. Ну и как следовало ожидать, в пункте незламности очень много людей, и даже на улице люди стоят. Поскольку интернет распространяется за пределы палатки, то здесь тоже можно вот так вот просто стоять и ловить интернет. Сейчас загляну вовнутрь, сколько там людей. Полный пункт, даже стоя стоят люди. Простите. Вот так. В такое трудное время вот пункты незламности спасают нас. В общем, жизнь происходит, на улицах много людей. В банк очередь стоит, я видел, в банкоматы. Ну, я уже рассказывал, многие магазины на генераторах стабильно работают. В общем-то, когда идешь по улице, слышно, что генераторы гудят. А что нам обещают? Сказали, что, скорее всего, электричество может появиться не раньше, чем 23 числа, то есть еще 2 дня, представьте, да? За 2 дня, боюсь, может случиться много неприятных вещей, особенно если морозец подударит. Но вроде как неплохой прогноз, будет плюсовая температура. И хочу всех поблагодарить тех, кто помогает нашей армии, присылает деньги на ЗСУ, чтобы война эта скорее кончилась победой Украины. А таких людей много, я знаю точно. Есть даже люди, которые помогают нам лично, на нашу карточку сбрасывают деньги. Тут у нас в описании под видео есть написано, куда можно кинуть копеечку. И такие люди находятся. Огромное им спасибо за то, что нас поддерживают. Потому что работать мы сейчас не можем. YouTube, если вы не знаете, слишком много денег не приносит. Сейчас очень слабая реклама в Украине. И мы как бы еле-еле выживаем. Я даже не могу купить себе нормальное зарядное устройство. Не зарядное, а инвертор. Для того, чтобы подключить аккумулятор машины. Чтобы заработал котел в доме, когда нет электричества. Ну, думаю, все-таки я смогу это сделать. Но вчера, вот, например, я попробовал у соседа, взял инвертор. Подключил к котлу через машинный аккумулятор, и мой котел не запустился. Какая-то ошибка, не знаю. То есть может не хватает мощности аккумулятора, может не хватает мощности инвертора. Я пока не выяснил. В общем, такие вот сложности. Вот покажу вам, как люди заряжают свои устройства в машине. Целая переноска. Целая переноска. Тут все подключено, все гаджеты. Только я не понял, тут инвертор какой-то стоит, да, куда подключено. Телефоны. Вот так. Привет. А что у тебя, инвертор стоит там, да? Покажу. А ну давай. Здесь телевизор в камеру. Ага. Да. Вот это. О, преобразователь стоит с аккумулятора прям, и там переноска, да? Офигеть. Мы выживем, мы победим 100%. Ну, на самом деле, честно говоря, больше всего по нам сейчас бьет отсутствие интернета и возможности связаться. Мы настолько привыкли уже друг с другом связываться моментально, там, перебрасывать деньги по интернету, там, решать какие-то дела, что вот это вот такая ситуация, когда ты как в танке звонишь, не можешь никому дозвониться, это вот даже самое неприятное, более неприятное, чем то, что холодно, как-то прохладно, можем сказать так. В общем, ну, есть какие-то затруднения, скажем, с приготовлением пищи тем, у кого нету газа дома. Конечно, тем, у кого нету газа, гораздо сложнее, чем нам, например. Мы и греемся дома на газу, и мы, видите, здесь прилет был. Мы и готовим на газу, и соседи к нам приходят, у которых нету газовой плитки, у нас тоже готовят.
Ирпенскую библиотеку превратили в интернет-центр, то есть в коворкинг. Сейчас я узнаю, много ли здесь людей и бесплатно ли здесь. Вот есть график работы с 9 до 17. Вот, посмотрите, много людей здесь. Это тоже такой себе пункт незламности. А там даже Дед Мороз есть. Сейчас мы поснимаем. Добрый день. Танцюєте, правда? Дед Мороз. Де танцюєте? Які танці? Бальні? Так, там просто можно было заряжаться, а здесь в библиотеке можно работать. Добрый день. За електрощитовою під напрямком там саме місто клінічні об'єкти. Добрий день, підкажіть, будь ласка, тут за гроші коворкінг чи ні, ви що? безкоштовно? Хто в наш час гроші бере? Та ну є і такі, що беруть. Ні, ми не беремо. Ми державна установа, ми не приватний сектор, так що гроші з вас не беремо. Все Добре, безкоштовно. Можна приходити з ноутбуком, Читайте. підключатися. Ну, якщо дивіться, що в нас робиться. Бачите, подивіться, йдіть сюди, йдіть. Дивіться. Ага, все зайнято просто, так? Да? Ну, саме головне, хто приходить. А якщо на такому стільці присісти? Чи Може. нікуди буде? Будь ласка, тільки Під своєю, мабуть, що подовжувачем своїм і Подовжувачем. трінічком. Так, я думаю, що так. Дуже дякую. У вас тепло. Ні, не тепло. Це ж я сьогодні зауважила, що у нас тут батареї холодні. Зранку були теплі. Подивіться, зайдіть, подивіться, запитайте у людей, як це роблять, як вони роблять. Чи роблять. Та це я буду заважати людям. Я бачу, люди працюють. В общем, надеюсь, эта ситуация скоро разрешится. Ну, а россиянам хочу сказать, что зря они надеются, что таким способом они могут чего-то добиться. Уже в который раз я повторяю, что все равно все решается на поле боя, а не здесь. Если они рассчитывали, что мы просто боимся темноты, испугаемся и будем кричать: «Ай, мама, темно, спасите нас, давайте заканчивать, давайте все сдадим», нет, такого не будет. Все, друзья, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, у меня получится быстро выгрузить это видео в интернет, и вы это посмотрите. Спасибо всем. Желаю вам скорейшего мира, электричества, воды, тепла, газа, всех коммуникаций. И до новых встреч в следующих видео.